Битва предков 8 звезды – зрелище высшего уровня. Это не бой императоров или начальных предков. Почтенный Яо Тяньху наконец смог размяться спустя столько лет. Фэй Тянь призвал иллюзорное тело, которое на удивление оказалось весьма мощным. Какая же крутая техника! Побыстрее бы Сяянь изучил ее и создал собственного двойника. Представьте, если бы оригинальный Фэй Тянь и его иллюзорное тело вдвоем сражались против Сяяня и почтенного Тяньху. Это практически двойная угроза. После смерти клона Фэй Тяня Сяянь смог раскрыть секрет техники и уже постепенно обучается иллюзорному телу. Практика и боевые сражения лучше всего подходят, чтобы отточить навыки. Как раз в бою Сяянь впервые смог создать двойника, пусть и на короткое время. Постепенно раскрывается правда о происхождении Цзиянь и о клане Небесного Феникса. Ох, сколько же проблем будет у Сяяня в будущем из-за его костяных крыльев. Кстати, на канале есть отдельное видео о Цзиянь и насколько она выдающийся зверь. Впереди нас ожидает крайне интересная глава сюжета, связанная с кровавым бассейном Небесной горы, потому что Сяянь прорвется к уровню предков. Однако в сериях до сих пор не было показано, как Сяянь поглотил пилюлю могущества Императора и таким образом достиг 9 звезды Императора. Или может я что-то пропустил? Напишите в комментариях. Перед тем, как отправиться к кровавому бассейну, Сяянь занялся закалкой воплощения. Он смог призвать иллюзорное тело, но не хотел, чтобы она была так же уязвима, как клон Фэй Тяня. В результате почтенный Яо Тяньху посоветовал слить небесное пламя с воплощением, и тогда оно не будет подчиняться влиянию подобной энергии, способной уничтожать духов. В таком случае природа воплощения Сяяня будет куда сильнее и далеко превзойдет двойника Фэй Тяня. Под влиянием пламени падшего сердца воплощение постепенно становилось сильнее и закалялось. Процесс, может, и шел медленно, но если Фэй Тянь и люди павильона, практикующие иллюзорное тело, увидели бы его, то опустили бы челюсти. На фоне Сяяня их скорость закалки плелась не быстрее старой черепахи. Два Сяяня сидели друг напротив друга. Один из них выглядел серьезно, в то время как другого окутывало невидимое пламя. Иллюзорное тело дрожало внутри пламени падшего сердца. Однако такая закалка полностью устранит главный недостаток духовного воплощения. До открытия кровавого бассейна оставалось совсем немного, поэтому Сяянь отправился в горный хребет Небесного Ока. Множество могущественных экспертов стекались в это место раз в 3 года, чтобы попытать удачу и попасть в десятку лучших. Только эти счастливчики могли окунуться и провести несколько дней в кровавом бассейне. 4 великих павильона тоже послали своих лучших юных наследников. Особенно стоит отметить госпожу Фэн, что прилетела на разноцветной цапле в окружении старейшин. Все знали, что талант этой девушки являлся выдающимся. Ее в качестве последней ученицы взял к себе глава Восточного павильона Ветра и Молний. Ходили слухи, что среди молодого поколения у нее наибольшие шансы стать следующим главой Восточного филиала павильона. Хорошо, что вместе с ней не было Фэй Тяня, иначе это принесло бы огромные проблемы. К слову, на территорию кровавого бассейна не пускали никого на уровне предка, поэтому сильнейшие были на пике Императора. Сяяню здесь ничего не угрожало. Кроме того, из остальных павильонов были бездонный меч Тан Ин из павильона 10 тысяч клинков, Ван Чэнь из павильона желтых источников и Му Цин Луань из павильона падающей звезды. Самые выдающиеся их ученики пришли сюда. Они уже достигли высшей ступени силы Императора. Если они смогут погрузиться в кровавый бассейн Небесной горы, то не пройдет много времени, прежде чем они прорвутся на уровень предка. Сяянь, естественно, тоже находился на 9 звезде Императора. Его главной целью был прорыв к предку. И вот, наконец, вход внутрь горного хребта открылся. Госпожа Фэн хотела первой войти. Однако Сяянь на молниеносной скорости ее опередил. Силуэт парня пронесся прямо над головой девушки. После этого, когда они вошли, у них произошла небольшая стычка, так сказать, обмен ударами. Каждый прощупывал силу противника. Однако цель Сяяня заключалась в том, чтобы занять одно из 10 мест. Поэтому он не желал развивать конфликт и тратить силы в самом начале. И это верно, ведь сам горный хребет крайне опасное место. Здесь блуждает множество могучих волшебных зверей. Вокруг кровавого бассейна они особенно сосредоточены. А в густом тумане можно было бродить днями и так и не добраться до кровавого бассейна. По пути Сяянь встретил давнюю знакомую, Налань Янрань. Она стала заметно старше и сильнее, но оказалась в беде. 4 экспертов сражались с ней за духовную белую лису, ценного зверя, который способен провести сквозь лабиринт прямо к кровавому бассейну. 3 были на уровне Императора 4 звезд и принадлежали к одной фракции – Врата Духовной Земли. Поодиночке Налань Янрань смогла бы справиться с ними, ведь сама она достигла Императора 5 звезды. Довольно неплохой результат за это короткое время. 4-й парень был самым сильным.
Он сидел в сторонке, наблюдая за происходящим. И вот, когда эти три эксперта напали на Наланьян Дрань, Ся Янь, проходивший недалеко, услышал знакомый крик. Трое парней сформировали энергетическую клетку и обернули ее вокруг Наланьян Дрань. Она не смела недооценивать объединенную атаку трех императоров четвертой звезды. Длинный меч в ее руке покрылся могущественной аурой и, подобно молнии, столкнулся с тремя копьями. Трое экспертов окружили Наланьян Дрань. Ее ждало поражение. И в самый критический момент, когда в нее была направлена мощнейшая атака трех противников, неожиданно появился Ся Янь. Он как герой спас Наланьян Дрань. Представьте их шок, увидеть друг друга здесь, на центральных равнинах. Нас ждет крайне интересная серия. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, поладят ли Ся Янь и Наланьян Дрань, учитывая их прошлое. Подписывайтесь на канал и всем пока.